Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Зачем ворошить старое, если можно наворотить нового? В качестве шаблона круга возьмем самый доступный предмет – крышку от чугунка. Самая главная ценность его – то, что в эту окружность прекрасно вписывается квадрат 15 на 15 сантиметров. Водорастворимым маркером обводим эту крышку и вырезаем ткань с учетом припусков на швы. Верю в науку, верю в прогресс и в мудрость политики КПСС. Если размер ткани позволяет вырезать сразу несколько деталей, действуем следующим образом. Складываем ткань, обязательно закалываем булавочками, а потом уже вырезаем нужную форму. Остатки ткани у меня были самых разных цветов. Готовую вещь хочется сделать двухсторонней. Для этого заготовки разделим на две части. Первая – это красно-коричневые темные оттенки, а вторая – более светлые ткани спокойных тонов. Еще приготовим круги из синтепона. Будем их вырезать строго по размеру нашего шаблона. Заготовки будем сшивать в следующем порядке. Складываем вместе лицом к лицу две детали разного цвета. Сверху или снизу укладываем синтепон. Полученную заготовку надо прошить по окружности, оставляя отверстие для выворачивания. При работе за швейной машинкой строчку прокладываем по намеченной линии и совсем немного захватываем синтепон. Нитки не обрываем. Прошили одну деталь, делаем закрепки и тут же шьем следующую. Готовим такие блинчики. Шить по кругу просто. Рукой аккуратно поправляем ткань, и все получится. Подготовленные детали немного подровняем и сделаем небольшие надсечки по окружности. Это надо для того, чтобы заготовки можно было хорошо и чисто вывернуть. Чтобы швы лежали ровно и не топорщились, их еще дополнительно расправим изнутри. Открытое отверстие, через которое мы выворачивали детали, прошьем просто иголкой с ниткой. А потом прошьем по краю на машинке. И еще по всем деталям пройдемся утюгом, слегка пришпарим швы и края, чтобы было удобнее дальше работать. Я пришел к тебе с приветом, с утюгом и пистолетом. Теперь на всех заготовках нарисуем контур внутренних деталей. Удобно это делать с помощью шаблона или линейки. Просто прикладываем и обводим. Разложим все детали в нужном порядке. Я решила сделать просто художественный беспорядок, а это самое трудное в работе. Но для меня главное, чтобы рядом лежали разные цвета. А вот теперь надо подумать, как лучше, быстрее, проще и эффективнее работать дальше. Сшивать будем сразу все полотно. Складываем вместе попарные детали из первой и второй колонки. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Строчку прокладываем по нарисованной линии. Получаются такие симпатичные лепестки. Остается только придать красоту нашей заготовке. Лепестки аккуратно отогнем и прошьем простой или декоративной строчкой по краю. После этого можно присоединять все остальные детали.
Сейчас проложим горизонтальные швы, соединим все детали вместе, а затем оформим лепестки. Думаю, что вы уже все догадались, в чем прелесть такого способа работы. Ведь полотно можно легко увеличить, нашить еще деталей. Чуть раньше мы уже сшили небольшой фрагмент, а сейчас соединим вместе эти детали. Если есть сомнения, что шкала верна, пользуйтесь старинной мерой до хрена. Раскладка 8 на 10 деталей. И получается у нас очень интересный плед размером 120 на 150 сантиметров. Но если учитывать торчащие лепестки, то немного больше. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!